Эта проблема очень серьезная, поскольку всего легальных мигрантов в нашей стране как ежегодно от 10 до 11 миллионов человек. Что касается нелегальных мигрантов, по разным оценкам, их от 3 до 10 миллионов. И никто пока сегодня не знает точно, сколько их на самом деле. В связи с этим возникает ряд вопросов. Первое, как упорядочить эту систему, как легализовать мигрантов. Второе, как им обеспечить нормальные условия труда, а не те рабские условия, в которых зачастую они находятся, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и болезни, и преступления. Естественно, сегодня говорить, что вот однозначно мы вот именно вот то-то, то-то предлагаем, говорить нельзя, поскольку решение нужно принимать комплексно. Проблема очень серьезная. Может быть, есть смысл начать даже с того, чтобы амнистировать всех нелегалов, с тем, чтобы они легализовались. А договора трудовых мигрантов, чтобы они сразу регистрировали в налоговой службе, сразу подпадают по налогообложению, и мы получим огромные поступления в бюджет нашей страны. Соответственно, отпадут многие вопросы по легализации. В то же время, чтобы преступные элементы различные не проникали в нашу страну, можно наладить сотрудничество с правоохранительными органами стран исхода мигрантов и, соответственно, выявлять криминальное прошлое их. Это можно тоже решить вопрос. И одновременно мы должны знать, кто к нам едет, зачем и какой они квалификации. А в то же время мы сами должны быть готовы к этому. С какой точки зрения? Мы до сих пор не знаем, сколько же нам нужно трудовых мигрантов, по каким профессиям. Баланса трудовых ресурсов по сегодняшний день нет. Только идет разговор о том, что его надо создавать, делать этот баланс. А не имея баланса трудовых ресурсов, какой потребности рабочей силы, количестве и качестве может идти разговор. Естественно, это очень серьезная проблема. К сожалению, в крупных городах наши граждане не всегда идут на те работы, на которые соглашаются мигранты. Естественно, наших граждан волнуют вопросы и внутренней миграции, внутренних мигрантов. Внутренние мигранты – это классическое определение. Это отдельная проблема, и, естественно, ее тоже нужно решать. Но это отдельная тема. И здесь необходимо решать с теми субъектами и исхода мигрантов, и с теми субъектами, куда они идут. Естественно, тот баланс трудовых ресурсов, который необходимо делать, и будет он создан, он позволит это сделать. Мы и на комиссии нашей общественной палаты, а также комиссии по миграционным вопросам при Совета при президенте Российской Федерации, который я возглавляю комиссию, мы будем рассматривать эти вопросы, готовить их совместно с заинтересованными федеральными и региональными министерствами и ведомствами и будем готовить предложения комплексного характера с тем, чтобы не допустить шараханий и радикальных непродуманных решений. Что касается мигрантов с Кавказа. Миграция с Кавказа была, есть и будет. Это трудоизбыточные регионы. Это регионы нашей Российской Федерации. И оттуда уезжают и русские, и нерусские, и коренные, и некоренные жители. Потому что те мирохозяйственные связи, которые были в советские времена, они нарушены. И резкое сокращение рабочих мест, а новые рабочие места, по сути, мало создаются. Да и, скажем так, создать массово количество рабочих мест, необходимых для Республики Северного Кавказа, на сегодняшний день практически невозможно. В течение ближайших 50 лет это невозможно. В то же время мы имеем острый дефицит рабочих в других субъектах Российской Федерации. Необходимо отметить, что миграция идет из Сибири и Дальнего Востока. Это мы рассматриваем как отрицательный фактор априори, потому что оголяется у нас та часть нашей страны. Но в то же время мы должны, касаясь мигрантов Северного Кавказа, мы, во-первых, должны изучить, кто к нам в другие субъекты будут ехать, зачем будет ехать, и готовить их для того, чтобы они ехали. И готовить не только тех, кто едут, но и готовить принимающую сторону. Естественно, мигрант Северного Кавказа
он практически, за редчайшим исключением, не будет жить в тех условиях, в которых живут мигранты внешние. Соответственно, значит, это поскольку он наш гражданин, он и соответствующих условий требует. А работодатели, в принципе, не хотят платить. Соответственно, надо контроль и за работодателями усилить, с тем, чтобы они очень жестко соблюдали трудовое законодательство. Разговор идет не только о том, что нужно новые предложения выдвигать в этом плане, сколько еще жестко, четко соблюдать законы Российской Федерации, которые уже есть. А те нормативные акты, подзаконные акты, инструкции и так далее, и предложения готовить с тем, чтобы дополнить те пробелы, которые имеются.